Всем привет! Меня зовут Оля, и в этом видео я начну подводить итоги нашей месячной жизни на Кипре. В июне 2021 года мы с моим мужем Гришей отправились в путешествие. Каждый месяц мы переезжаем в новую страну, и по истечении этого срока решаем, комфортно ли нам было жить в этой стране или нет. Сегодня я поделюсь нашим мнением о плюсах жизни на Кипре, а в скором времени выйдет видео о минусах жизни на острове. Но давайте начнем с хорошего. Здесь, на Кипре, мы столкнулись с огромным разнообразием природы. Вы можете увидеть море, горы, леса, водопады. И основной плюс заключается в том, что это все находится в часе или двух езды друг от друга. Так мы, например, взяли в аренду машину на 2 дня, и за эти 2 дня мы успели проехать весь остров. То есть с таким разнообразием вы на Кипре точно не заскучаете. Вторым плюсом для нас стал теплый климат. Еще на этапе выбора страны, куда поехать, мы рассматривали 2 основных варианта. Это Кипр и Объединенные Арабские Эмираты. И поговорив со знакомыми и немного изучив климаты этих стран, мы все-таки решили, что на Кипре именно в июне-июле месяце будет немного полегче находиться. И действительно, в среднем температура за месяц, пока мы здесь жили, держалась в районе 30 градусов. Было около 3 дней, когда было невыносимо жарко, но в этом случае здесь также есть решение, и непосредственно наш следующий плюс – это наличие бассейнов практически в каждом жилом комплексе. Я, к сожалению, не могу говорить с полной уверенностью по поводу наличия бассейнов во всех городах Кипра, но мы, месяц проживя в Пафосе, действительно, гуляя по улице, видели, что практически в каждом дворе стоит наполненный чистый бассейн с шезлонгами, зонтиками, и, как правило, он находится в пользовании у жителей домов. Так, например, наш бассейн огражден живой изгородью и забором, и туда можно войти только если у тебя есть ключ. Четвертый плюс заключается в ухоженном виде города. В большинстве своем здесь вместо заборов ставят живые изгороди. И гуляя по городу, очень приятно находиться среди этой зелени, цветов и порой даже кустов с фруктами и овощами. И как раз таки выращивать фрукты и овощи круглый год мы посчитали следующим плюсом. У многих, кто здесь живет, прямо на территории дома можно увидеть лимонные деревья, как люди выращивают апельсины, бананы, виноград. И, наверное, переехав сюда, на Кипр, я бы тоже хотела завести свой участок, где у нас был бы свой огород, где вы могли бы кушать свежие лимоны круглый год. Следующим плюсом Кипра является наличие на острове русскоязычного комьюнити. Как мы выяснили, в основном оно находится в городе Лимассол, и, скорее всего, если мы тоже будем рассматривать Кипр как дальнейшую страну для нашего переезда, мы тоже выберем этот город. На это есть несколько причин. Во-первых, Лимассол более развит по сравнению с другими городами Кипра. Он представляет собой не только туристический город, но и такой деловой центр. То есть там собрано достаточное количество офисных зданий, и в последнее время там сосредотачивает свое внимание IT-сообщество. Для нашей семьи это большой плюс, потому что Гриша является программистом, для него там будет больше возможностей для поиска работы. Еще одним плюсом Кипра мы посчитали хорошую коммуникацию с Россией. К этому можно отнести то, что вы можете спокойно оформить визу. На данный момент это ProVisa. Для ее оформления необходимо подать лишь электронное заявление, и на следующий день вам ее уже вышлют. Не нужно ходить ни в консульский центр, не нужно платить отдельный визовый сбор. Все это делается бесплатно, и ProVisa выдается вам на 3 месяца. То есть, если вы переедете на Кипр, вы сможете спокойно приглашать к себе родственников, либо сами же ездить в Россию. Кроме того, хорошая коммуникация у Кипра не только с Россией, но и с другими европейскими странами. Мы посчитали это отдельным плюсом, что из Кипра можно достаточно легко и доступно съездить в Европу. То есть билеты, например, в те же Грецию или Италию в среднем можно найти даже за 4-5 тысяч. Также важным плюсом уже именно для переезда на Кипр мы считаем реальную возможность получения гражданства Кипра. Я сейчас не буду вдаваться в подробности о том, какие условия для этого должны быть, потому что мы сами еще не изучали настолько подробно эту информацию, но тем не менее знаем, что гражданство получить достаточно реально. И при получении гражданства вам выдается кипрский паспорт, который дает возможность безвизового въезда в более чем 150 стран. Мы также можем отметить, что на Кипре очень чистое море,
оборудованные набережные и муниципальные пляжи. И кроме того, набережные и пляжи совершенно бесплатны. Вы можете пользоваться раздевалками, душем на набережной, и никто за это с вас не возьмет денег, как это, допустим, делают на российских курортах в большинстве своем. Никто вас не выгонит с пляжа, не скажет, что это частная территория, и вам здесь нельзя находиться. Кроме того, на Кипре достаточно комфортно и русским туристам. Во многих кафе и ресторанах есть меню на русском языке, персонал разговаривает на русском. При походе в магазин вы также можете встретить русскоговорящих продавцов, то есть они вам всегда помогут, подскажут по цене, по товару, наличию и прочему. Вот такие 10 плюсов мы выделили для себя после месяца жизни на Кипре. Напишите, пожалуйста, в комментариях, согласны вы или не согласны. Может быть, у вас есть что дополнить. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.